очень рада, что происходят вот такие замечательные истории, как та, которая разворачивается сегодня в этом зале, когда публикуются книги, которые становятся настоящим подарком для нашего города. Не стану долго говорить, приступлю к представлению наших гостей. Мы очень рады, что сегодня присутствует на этой презентации русскоязычного издания книги и ее автор, господин Бенджамин Эйсет. So thank you everyone for joining us tonight. Так, еще раз спасибо, что вы здесь этим вечером. In the history of Russia and Canada. Ну а чтобы узнать полное содержание книги, я надеюсь, вы прочитаете ее и также посетите веб-сайт, на котором размещены фотографии, более 200 фотографий оригинальных этого периода. Так же, как и книга, веб-сайт ранее был переведен на русский язык полностью. So this photograph shows Canadians. Вот на этой первой фотографии, которую вы видите на экране, показаны канадские военнослужащие где-то в районе бухты Горностай. That have to do with our connections across the Pacific rather than our connections through Europe. Эти события также говорят нам о том, что у России и Канады существовали определенные связи, которые пересекали Тихий океан и которые переживали изменения в этот период. Surrounding the Bolshevik government in Moscow. В целом вы видите, что Канада отправила интервентов, разделив их на 4 группы в Россию. 600 soldiers were sent to the port of Murmansk in what was called the Siren Party. 600 канадцев отправились в Мурманск, и партия, которая туда была отправлена, называлась «Сирена». Но крупнейший контингент канадских сил в России оказался на Дальнем Востоке, и они пересекли Тихий океан, из Виктории попали в Владивосток, чтобы принять участие в войне. And American warships and French warships had already dropped anchor in Golden Horn Bay. Канадцы прибыли уже после того, как в бухту Золотой Рог вошли военные корабли японцев, американцев, Британской империи и Франции. This painting is entitled Unloading Stores at Egersheld. Эта картина называется «Разгрузка судна на Эгершельде». And it depicts Chinese workers unloading one of the Canadian ships. И она демонстрирует, как китайские рабочие разгружают одно из канадских судов. But essentially, Canada landed soldiers at Vladivostok with the plan of sending them 7,000 kilometers to the west to the Ural Mountains. Но изначально план был таков, что канадцы высадили сюда свои войска, чтобы затем они преодолели расстояние в 7000 километров и оказались в районе Урала. Because it was in the Urals that the active front and the active war was raging between the Reds and the White Russians. Потому что именно в этом районе происходили самые активные боевые действия между красными и белыми. This Allied strategy was very fragile because it relied entirely on the Trans-Siberian Railroad. Этот план союзников был очень уязвим, потому что он полностью полагался на железнодорожную инфраструктуру. And so the railroad became a very effective target for the opponents of the Allies and the opponents of the White Russians. И, конечно же, железная дорога стала очень привлекательной целью для атак тех, кто был против белого движения и против интервентов. In the 8 months that the Canadians were in Russia, there were about 36 attacks like this one on the railroad. За те 8 месяцев, что канадцы находились в России, 36 раз были совершены вот такие вот акты, как вы видите на фотографии, диверсии на железной дороге. The declaration was issued under the signature of this man, a farmer named Gavrila Shevchenko, who was the commander of the partisans in the area. Эта прокламация была подписана командиром отряда приморских партизан Гаврилой Шевченко. Could you read it out? Да, и звучала она вот так. Мы требуем, чтобы вы покинули нашу территорию и вернулись туда, откуда пришли. Если вы не подчинитесь этому требованию, мы не уступим вам ни пяди железной дороги, которая была построена ценой нашей крови. I think this demonstrated the strength and confidence of the partisans and the very weak position of Canada and the Allies. Думаю, этот инцидент демонстрирует очень сильные позиции партизан в данной ситуации и очень слабые позиции белых и союзников. Бенджамин проделал огромную работу и открыл нам практически неизвестную страницу истории. Дело в том, что мы знали несколько историю гражданской войны на Дальнем Востоке и Владивостоке, знали о корпусах интервентов,
немного, но знали об японцах, американцах, о французах, британцах, но практически ничего не знали о канадцах. И теперь мы, наверное, про канадцев знаем благодаря Бенджамину больше, чем в любом другом корпусе. Нам представлялась несколько другая раньше картина. Мы считали, что интервенты, они совместно с белыми воевали с партизанами, убивали мирных жителей и вообще творили различные ужасы. На самом деле, прочитав эту книгу, вы узнаете, чем занимались канадцы в Владивостоке в то время.